Здравствуйте, с вами Leverage for Excel. В этом видео я расскажу о возможности перевода вычислительных единиц между вашими лицензиями, которые зарегистрированы на одном компьютере. Сейчас давайте для примера сделаем перевод между двумя моими лицензиями. Разрешенный перевод – это перевод с неограниченной лицензии на периодическую. Мы видим, что на неограниченной у нас 360 единиц, на периодической 100. То есть можно перевести со второй на первую. Допустим, переведем 10 единиц. Нажимаем, подтверждаем, перевод бесплатный. И видим, что на периодически стало 110, на неограниченный 350. Ну, там еще было 80. Вот сейчас попробуем сделать перевод в обратную сторону. И он не будет разрешен в силу того, что лицензия донор периодическая, а лицензия получателя неограниченная. Сами вычислительные единицы есть на лицензии доноре. Также обратим внимание на следующий момент, что запрещен перевод вычислительных единиц с лицензии, у которой скидка на добавочное действие меньше, чем на целевую. В данном случае со второй на первую. Программа скажет, что нельзя переводить, потому что скидка на лицензии получателя больше, чем на лицензии доноре. Так нельзя. А обратный перевод также не будет разрешен, но уже в силу других причин, что первая лицензия периодическая, а это неограниченная. Вот такие вот ограничения существуют на перевод вычислительных единиц между лицензиями. Сейчас мы посмотрим пример, когда ни на одной из лицензий не оказалось достаточного количества единиц. То есть вот у нас периодическая более приоритетная имеет 110, на неограниченной лицензии 350. У нас отчет, который мы будем рассчитывать, будет сложный. Ну, например, поменяем настройку. Мы видим, что у нас 360 требуется на текущей лицензии первой периодической, 110 не хватает. Давайте запустим отчет. Подтверждаем. Подтверждаем. Этого не получилось сделать, потому что на неограниченной лицензии менее чем 360. Вот как раз та самая ситуация, когда ни на одной из лицензий не оказалось достаточного количества единиц. Что можем сделать в этой ситуации? Мы можем как раз собрать все единицы на более приоритетной периодической лицензии. Вот давайте переведем все 350 единиц на нее. То есть со второй на первую переводим 350 единиц. Подтверждаем согласие. Так, и вот у нас стало на периодической 460. Соответственно, сейчас мы сможем произвести этот расчет. Собрали все остатки на более приоритетную периодическую лицензию и делаем этот расчет. На этом в этом видео все. Спасибо за внимание. С вами была компания Leverage for Excel. Будьте здоровы и эффективны. Всего доброго.